Всем привет! Я Антон Чукас, и мы сегодня будем рассматривать, какие виды протеина есть и что такое вообще протеин, как протеин изготавливается. Итак, погнали! Итак, протеин или белок является важным макроэлементом, необходимым для правильного функционирования организма. Он состоит из аминокислот, которые выполняют множество критически важных функций, таких как строительная функция. Это материал для клеток и тканей организма, включая мышцы, кости, кожи и волос. Ферментативная функция. Многие ферменты, которые катализируют химические реакции в организме, являются белками. Третье – это транспортная функция. Белки, такие как гемоглобин, транспортируют молекулы, например, кислород, по организму. Регуляторная функция. Гормоны, такие как инсулин, которые регулируют процессы в организме, также являются белками. Защитная функция – это антитела, которые защищают организм от инфекций, также состоит из белков. Протеин может быть получен из различных источников пищи. Основные источники включают мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, бобовые, орехи и семена. Вегетарианцы и веганы могут получать необходимый белок из растительных источников, такие как соя, чечевица, киноа и другие бобовые. Для людей, занимающихся спортом или ведущих активный образ жизни, может потребоваться дополнительное количество белка. Таким образом, обыкновенному человеку требуется минимум 1 грамм на массу тела, чтобы поддерживать организм. 1,5 грамма – это уже кто фригонца занимается, и 2 грамма белка – это уже продвинутым спортсменам. В таких случаях могут использоваться протеиновые добавки, такие как сывороточный протеин, казеин, соевый протеин и другие. Для чего лучше всего использовать добавки? Они упрощают жизнь, когда человек не может с обыкновенной еды набрать нужного количества белка. Итак, по источнику происхождения у нас есть животные протеины, это сывороточный протеин, быстро усваивается и богат незаменимыми аминокислотами, идеально для потребления после тренировки. Казеин медленно усваивается, обеспечивает длительное поступление аминокислот, часто употребляется перед сном. Яичный протеин обладает высоким биологическим значением и хорошим аминокислотным профилем. Молочный протеин содержит комбинацию сывороточного протеина и казеина. Говяжий протеин получается из говядины, богат креатином и аминокислотами. Второй источник – это растительные, это соевый протеин. Полноценный белок содержит все незаменимые аминокислоты. Хороший выбор для вегетарианцев и веганов. Гороховый протеин – хороший источник аминокислот, особенно аргинина, легко усваивается. Рисовый протеин – хороший выбор для людей с аллергией на молочные и соевые продукты. Недостаточно лизина, поэтому часто комбинируется с другими белками. Конопляный протеин содержит омега-3 и омега-6, жирные кислоты, хороший источник аминокислот. Киноа протеин богат белком и содержит все незаменимые аминокислоты. Ну как это так? Дальше у нас распределяются по степени усвоения быстрые белки. Это сывороточный протеин. Уровень аминокислот в крови достигает пика в течение 60-90 минут после потребления. Гидролизация сывороточного протеина еще быстрее усваивается из-за расщепления на более мелкие пептиды. Медленно усваиваемый это казеин усваивается в течение нескольких часов, обеспечивает длительное поступление аминокислот. Мицеллярный казеин еще медленнее усваивается по сравнению с казеинатом кальция. Итак, по содержанию и качеству аминокислот. Полноценные протеины содержат все незаменимые аминокислоты в достаточном количестве. Сывороточный, казеиновый, соевый, яичный. Неполноценные протеины не содержат одно или несколько незаменимых аминокислот. В достаточном количестве это у нас растительные протеины, такие как рисовые и гороховые, но их можно комбинировать для получения полного аминокислотного профиля. Специализированные протеины – это протеиновые смеси, комбинация различных источников белка для оптимального аминокислотного профиля и скорости усвоения. Молочный протеин содержит как сывороточный протеин, так и казеин для сбалансированного поступления аминокислот. Так, процесс производства сывороточного протеина включает несколько этапов, начиная с получения молока и заканчивая созданием готового протеинового порошка. Вот основные шаги этого процесса. Получение молока. Молоко является основным сырьем для производства сывороточного протеина. Он поступает на завод, где проходит первичную обработку. Сепарация и коагуляция. Ой, и ты тут? Ты еще не подписался? Не забудь подписаться. Молоко сепарирует
чтобы отделить сливки и обезжиренное молоко. Затем к обезжиренному молоку добавляют ферменты, например, ренин или кислоты, чтобы вызвать коагуляцию, в результате которой образуется творог и сыворотка. Третье – это отделение сыворотки. Творог и жидкая сыворотка отделяются друг от друга. Творог используют для производства сыра, а сыворотка отправляется на дальнейшую обработку. Фильтрация и очистка сыворотки. Сыворотка проходит через несколько этапов фильтрации, таких как ультрафильтрация и микрофильтрация. Затем удаление жиров, лактозы и других нежелательных компонентов, оставляя концентрат сывороточного протеина. Затем концентрат сыворотки сушится с помощью распылительной сушки, превращая ее в порошок. На этом этапе получается концентрат сывороточного протеина, который обычно содержит около 70-80% белка. Это у нас концентрат. Если не ошибаюсь, это вот как раз у нас вот это. Дополнительная фильтрация для изолята. Это чтобы получить изолят сывороточного протеина, концентрат сывороточного протеина подвергается дополнительной фильтрации, чтобы удалить еще больше жиров и лактозы. В результате получается продукт, содержащий около 90% белка. Вот, если посмотрите, именно вот это и происходит. Вернее, эта упаковка как раз и есть, где написано ИЗО. Следующий это у нас гидролиз. Для производства гидролизата сывороточного протеина изолят и концентрат подвергается гидролизу, при котором белки расщепляются на более мелкие пептиды, что улучшает скорость их усвоения. Чаще всего, кстати, это используется именно спортсменами уже ближе к соревнованиям. Ароматизация и добавки. На этом этапе в порошок могут добавляться ароматизаторы, подсластители и другие добавки, чтобы улучшить вкус и текстуру готового продукта. Ну, допустим, если мы берем шоколадный протеин, то добавляется какао, если ваниль, то ванилин. Готовые сывороточные продукты фасуются в банки, пакеты и другие виды упаковки для продажи. Вот, как вы видите, у нас в основном в пакетах, в банках, это уже у других производителей. Итак, для чего у нас требуется протеин? Самое главное определить свои цели. Наращивание мышечной массы. Для увеличения мышечной массы идеален сывороточный протеин из-за его быстрого усвоения и высокого содержания незаменимых аминокислот. Похудение. В этом случае важно выбирать протеин с низким содержанием углеводов и жиров. Оптимальным вариантом может быть изолят сывороточного протеина или соевого протеина. Восстановление после тренировки. Для быстрого восстановления хорошо подходит сывороточный протеин. Также можно рассмотреть гидролизат сывороточного протеина. Поддержание здоровья и питания. Если цель общее улучшение рациона, можно выбирать любые качественные протеины в зависимости от ваших предпочтений. Это сывороточные, соевые, гороховые и так далее. Второе. Учитывайте диетические предпочтения и аллергии. То есть вегетарианцы и веганы, соевый протеин, гороховый протеин, рисовый протеин или смеси растительных белков. Лактозная непереносимость. Изолят сывороточного протеина, который обычно содержит минимальное количество лактозы, или растительные протеины. Аллергия на молочные продукты. Это соевый, гороховый, рисовый или конопляный протеин. Рассмотрим типы протеина. Это сывороточный протеин, быстро усваивается, идеально для употребления после тренировки. Концентрат сывороточного протеина содержит около 70-80% белка, немного больше жиров и углеводов. Изолят сывороточного протеина содержит около 90% белка, минимального количества жиров и углеводов. Гидроизолят сывороточного протеина еще быстрее усваивается благодаря расщепленным белкам. Казеин медленно усваивается, обеспечивает длительное поступление аминокислот, хорош для употребления перед сном. Соевый протеин – полноценный растительный белок, подходит для вегетарианцев и веганов. Гороховый протеин – хороший вариант для людей с аллергией на молочные или соевые продукты. Яичный протеин – высокое содержание белка и аминокислот, подходит для людей с непереносимостью лактозы. Также обратите внимание на состав и добавки. Минимум добавок ищите протеинов, порошки с минимальным количеством добавок, искусственных подсластителей или ароматизаторов. Витамины и минералы, некоторые протеиновые порошки обогащены именно ими, что может быть полезно для общего здоровья. Некоторые добавки содержат пребиотики и пробиотики для улучшения пищеварения. Попробуйте несколько вкусов и брендов, чтобы найти тот, который вам нравится, так как вкус и текстура могут сильно различаться между разными продуктами. Также проконсультируйтесь со своим тренером, который, может быть, посоветует вам, что он использовал, что лучше всего для вас подойдет, либо у диетолога. Выбор спортивного протеина должен быть основан на ваших индивидуальных потребностях и предпочтениях. Это поможет обеспечить эффективное достижение ваших целей и поддержание общего здоровья. Существует множество мифов о протеине, которые часто вызывают путаницу и сомнения, используют протеин или нет. Миф номер 1. Протеиновые добавки вредны для почек. У здоровых людей употребление протеиновых добавок
рекомендуемых количества не вызывает проблем с почками. Однако у людей с уже существующими заболеваниями почек следует проконсультироваться с врачом перед увеличением потребления белка. Миф номер 2. Протеиновые добавки вызывают увеличение веса. Протеин сам по себе не вызывает увеличения веса. Набор веса происходит, когда калорийность потребляемой пищи превышает количество калорий, которые организм сжигает. Протеиновые добавки могут помочь в управлении весом, так как они могут уменьшить чувство голода и помочь сохранить мышечную массу при снижении калорийности рациона. Миф номер 3. Только бодибилдеры нуждаются в протеиновых добавках. Хотя бодибилдеры и другие атлеты могут нуждаться и в большем количестве белка, протеиновые добавки могут быть полезны для всех, кто хочет улучшить свое питание. Они могут быть полезны для людей, которые хотят похудеть, поддерживать мышечную массу, восполнить нехватку белка в рационе. Миф номер 4. Все протеины одинаковые. Существует множество видов протеинов с различными аминокислотными профилями, скоростью усвоения и другими характеристиками. Сывороточные протеины, казеин, соевый протеин и растительные протеины имеют разные свойства и могут быть использоваться для разных целей. Миф номер 5. Протеиновые добавки содержат стероиды. Протеиновые добавки не содержат стероидов, они представляют собой концентрированные источники белка, полученные из различных продуктов, таких как молоко, соя или горох. Важно покупать добавки у надежных производителей, чтобы избежать возможных загрязнения продуктами, содержащими запрещенные вещества. Миф номер 6. Чем больше протеина, тем лучше. Потребление чрезмерного количества белка не приносит дополнительных преимуществ и может привести к избыточному потреблению калорий. Рекомендуемое количество белка зависит от индивидуального потребностей, уровня физической активности и целей. Например, наращивание мышечной массы, похудение. Миф номер 7. Протеиновые добавки нужно принимать сразу после тренировки. Хотя потребление белка после тренировки помогает восстановлению мышц, важнее общее потребление белка в течение дня. Нет необходимости строго ограничивать приемом белка сразу после тренировки, если общее количество белка в рационе соответствует потребностям организма. Миф номер 8. Протеиновые добавки лучше, чем натуральные источники белка. Натуральные источники белка, такие как мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые и орехи, остаются важными компонентами сбалансированного рациона. Протеиновые добавки удобны и могут быть полезны для быстрого получения белка, но они не должны заменять полноценное питание. Миф номер 9. Протеиновые добавки вызывают проблемы с пищеварением. Ну то там дрыщет, уже. У некоторых людей протеиновые добавки могут вызывать вздутие живота или другие проблемы с пищеварением, особенно если они содержат лактозу. Однако существует множество видов протеинов, и большинство людей могут найти вариант, который подходит именно им. Например, изолят сывороточного протеина, который содержит минимальное количество лактозы, или растительные протеины. Миф номер 10. Протеиновые добавки не нужны, если вы едите достаточно белка. Протеиновые добавки не являются необходимым, если вы получаете достаточное количество белка из пищи. Однако они могут быть удобными и эффективными способами увеличить потребление белка, особенно для людей с плотным графиком и ограничениями возможностями по приготовлению пищи. И самый интересный миф 11. Писюн-то стоять будет после употребления протеина? Протеиновые добавки часто ассоциируются с бодибилдерами, которые могут использовать различные анаболические стероиды для увеличения мышечной массы. Именно стероиды, а не протеины, могут вызывать гормональные изменения, которые могут повлиять на потенцию. Эти мифы часто возникают из-за недостаточной информации. Один вид протеина я пропустил. Напишите это в комментариях, и мы запишем следующее видео о нем. Если вы живете в Эстонии и именно в городе Таллине находитесь, пишите, не стесняйтесь, покажу, какие виды протеина у нас продаются в зале, помогу с выбором, а также сделаю неплохую скидку. Ну и всем спасибо за просмотр. Ставьте колокольчик, ставьте лайки, комментарии. И всем пока-пока. Пока.